Sizi kaç kere uyardım. Bu oğlanın ipini kısa tutun diye. Gebertirim lan seni. Senin o Seyran'a bakan gözlerini oyarım. Aileni de sülaleni de dile düşüren kendinsin. Şimdi söyle. Senin derdin ne? Bitti. O aileyle artık bir işiniz kalmadı. Что будет в новой серии сериала «Елы Чапканы»? Когда Сейран и Синан расстанутся? Поженятся ли Ферит и Дияр? Хали Сага возвращается. И какие шокирующие детали были упущены в этом последнем эпизоде? Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто говорит, что Сейран и Синан должны расстаться, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать наш номер. Прежде всего, сериал «Елы Чапкины» оставил после себя еще один эпизод, в котором постепенно раскрываются некоторые тайны. В последнем эпизоде сериала наконец-то были даны ответы на некоторые вопросы. Например, мы увидели ответы на такие вопросы, как где находится Хали Сага, что за человек Синан на самом деле, как познакомились Ферит и Дияр, а также прошлая жизнь Абидина. В новой главе мы начнем узнавать более подробные ответы на эти вопросы. Во-первых, в королевстве не было ничего удивительного. Потому что Дияр появился перед Феритом, когда он жил без Сейрана, и они встретились вполне нормально. Другими словами, в том, как встретились Дияр и Ферит, не было ничего плохого, и встреча у них была самая обычная. Однако встреча Синана и Сейрана совсем другая. Потому что мы узнали, кто такой Синан на самом деле, что он специально встретил Сейрана, и многие другие подробности в этом последнем эпизоде. В самом начале мы видели, что у Синана проблемы с гневом, и что иногда он не может себя остановить. Мы это даже поняли, когда избивали хозяина дома. Итак, проблема Синана в этой части в том, что он не может контролировать свой гнев. На самом деле, я думаю, что источником гнева Синана является его мать Айла. Потому что мать Синана, Айла, терпеть не может видеть своего сына с кем-то еще. Он даже сказал то же самое в Сейране. Вот и Айла не хочет видеть сына не только с Сейраном, но и с какой-либо девушкой. На самом деле между девушкой, которая была предыдущей девушкой Синана, и Синаном произошли большие события, после чего Синан начал лечиться. Я думаю, что Айла могла стать причиной проблем между этой девушкой и Синаном. Другими словами, Айла использовала проблемы гнева Синана, чтобы заставить его расстаться со своей бывшей девушкой. Синан совершил насилие над своим бывшим возлюбленным, потому что не мог контролировать свой гнев, и в конце концов начал лечить свои проблемы с гневом. Таким образом, он лечился там же, где и Сейран. На самом деле Синан, будучи немного одержимым, заранее увидел Сейран и захотел заполучить ее. Сейран уже подумала, что Синан был к ней добр, и забыла о Ферите. Итак, в этой части мы понимаем, что Синан на самом деле совсем другой и очень опасный человек, каким он кажется. В следующих эпизодах произойдет разделение Синана и Сейрана. Намеки на это мы видели в последнем эпизоде. Однако, даже если Синан и Сейран расстанутся, Синан не оставит Сейран легко. Фактически, в этот момент существует вероятность, что Синан также может навредить Сейрану, если тот снова испытает приступ гнева. Однако я думаю, что именно в этот момент Ферит спасет Сейрана и остановит Синана. Так что, если Ферит не остановит это, Синан теперь может навредить Сейрану так же, как он навредил своему предыдущему любимому человеку. В следующих нескольких сериях мы станем свидетелями расставания Синана и Сейрана.
Айла, Мумтаз и Хазал, считающие, что им удалось разлучить Синана и Сейрана, столкнуться с неожиданными событиями. В этой части я думаю, что Синан, который постоянно думает, что потерял Сейран из-за Ферита, непреднамеренно нанесет вред своей семье. Подсказки на эту тему мы увидим в новых сериях. В конце последнего выпуска был дан ответ на еще один часто задаваемый вопрос. Этот вопрос заключался в том, где находится Халис Ага. В одной из сцен Казим говорил о том, где Халис Корхан, и сказал, что он в Швеции. Так почему же Халис Ага поехал в Швецию? Например, Халис Ага мог поехать в Америку к своей дочери Нюхит или в Лондон к внуку Кае. Однако поездка в Швецию оставила в памяти вопросительный знак. Думаю, Халис Ага поехал в Швецию не зря. Так что Халис Ага, вероятно, поехал в Швецию на лечение из-за болезни. Однако он говорил всем, особенно Фериту, что был там на таких мероприятиях, как деловые мероприятия компании. Он также находится рядом с Халис Ага в Латифе. В этом последнем эпизоде, когда Абидин рассказывает о своих прошлых событиях, дела Латифа и Халиса Аги достигли апогея. По этой причине Казым попытается связаться с Латифом. В этой части в сериал вернутся Халис Ага и Латиф. Итак, Халис Агу и Латифа мы увидим в сериале через несколько серий. В то же время мы наконец узнали о прошлом Абидина, которого ждали в 3-м сезоне. Абидина фактически оставили в приюте в молодом возрасте, а позже Латиф отвез его в особняк в качестве шофера. На самом деле Абидин на самом деле из Антепа, как и Корханс и Шанлас. По этой причине отсюда начались его связи с Халис Агой. В этой части ситуацию очень усложняло то, что именно Хаттуч оставил Абидина в приюте. Итак, по мере развития эпизодов будут продолжать появляться новые факты об этом событии. На самом деле Казым и Суна выслушают этот инцидент от Хаттуча и узнают правду. Однако Ифакат тоже участвует в этом, слушая этот инцидент. Посмотрим, приложит ли к этому руку Ифакат. Я думаю, что Ифакат тоже был когда-то замешан в этом инциденте. Об этом мы все равно узнаем в новом выпуске. Другими словами, по мере раскрытия завесы тайны об Абидинском происшествии будут раскрываться новые тайны, и мы начнем узнавать факты, которые удивят нас еще больше. Наконец, не забудьте написать в разделе комментариев любые вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил о новом сезоне в нашем следующем аналитическом видео. Итак, на эти вопросы я подробно отвечу в следующем видео. Итак, кто, по вашему мнению, могли быть отцом и матерью Абидина? Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео.